В этом видео я хочу рассказать о потрясающем напитке, который, если пить его каждый день, может значительно уменьшить боль в суставах. Настолько, что вы вообще перестанете чувствовать боль. Но для этого вам нужно досмотреть это видео до конца. Потому что когда мы говорим о боли в суставах, это не всегда связано с артритом. Очень часто причиной воспаления в суставах являются продукты, которые присутствуют в вашем рационе. Это значит, что если вы употребляете продукты, которые сами вызывают воспаление или мешают его снижению, тогда даже самые лучшие методы лечения не помогут. Поэтому для получения реального результата важно знать, какие продукты нужно исключить из своего рациона. Какие вкусные и полезные продукты можно использовать вместо них, и в конце добавьте к этому тот удивительный напиток. Вот почему я говорю: оставайтесь со мной до конца этого видео, а если вы еще не подписаны на канал, подпишитесь и поставьте колокольчик на все, чтобы получать уведомления о новых видео и ничего не пропустить. Первый пункт – глютен. Многие из вас за эти годы часто слышали о глютене. Правда? Но вы действительно знаете, что такое глютен? Глютен – это белок, который содержится в злаках, пшенице, ячмене и зерновых продуктах. Это вещество делает тесто эластичным и придает конечному продукту хрустящую текстуру. Интересный факт. Слово «глютен» происходит от латинского и означает «клей». У большинства людей этот белок может вызывать воспаление кишечника и проблемы с пищеварением. Точно так же, как клей, который все склеивает и смешивает. Исследования также показали, что существует тесная связь между здоровьем кишечника и воспалительными болями в суставах. Каждый раз, когда кишечник воспаляется или становится проницаемым, иммунная система активируется. Эта активация приводит к распространенному воспалению в организме, особенно в суставах. И да, именно иммунная система вызывает воспаление в ответ на это повреждение. Чтобы лучше понять разрушительное действие глютена, достаточно обратить внимание на людей с целиакией, у которых глютен явно вызывает разрушение кишечника, системное воспаление и даже внекишечные симптомы, такие как боли в суставах. Это не просто гипотеза, а доказанный факт. И это подтверждено медицинской наукой. Поэтому, если вы хотите снизить воспаление в организме, лучше исключить все, что содержит глютен, например, пшеницу, ячмень и их производные. Второй пункт – сахар и кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы. Если вы употребляете сахар с чаем, пьете газировку во время еды, пьете пакетированные соки или густые сиропы, разбавленные водой, вы на самом деле угнетаете свои суставы. Почему и как это происходит? Ответ всего одно слово – сахар, или скорее скрытые сахара. Каждый раз, когда вы пьете эти напитки, вы поставляете в свой организм большое количество сахара. В ответ на это организм вынужден вырабатывать больше инсулина, чтобы снизить уровень сахара в крови. Чему равен этот высокий уровень инсулина? Сильное воспаление. Когда воспаление становится хроническим, первой жертвой становятся суставы. Избыточное количество сахара со временем приводит к постепенному разрушению вашего хряща. Он повреждает коллаген и способствует накоплению воспалительных веществ в суставах. Но это только начало истории. Что еще хуже, вы, сами того не зная, создаете у себя аутоиммунную проблему. Потому что в условиях хронического воспаления ваша иммунная система может ошибиться и вместо атаки на внешние факторы начать атаковать собственные ткани. В данном случае ткани ваших суставов, как при ревматоидном артрите, когда организм начинает разрушать собственные суставы. Поэтому каждый раз, когда вы пьете газировку или кладете сахар в чай, вы шаг за шагом медленно ведете свои суставы по болезненному и разрушительному пути. Даже если в этот момент вы не чувствуете боли. Вот такое количество сахара содержится в каждом из этих напитков. Судите сами, что вы делаете со своим организмом. Третий пункт – это растительные масла. Если вы все еще используете растительные масла, такие как подсолнечное, кукурузное, соевое или канола, вам стоит серьезно пересмотреть этот выбор. Почему? Потому что эти масла богаты омега-6 жирными кислотами, а чрезмерное потребление омега-6 приводит к хроническому воспалению в организме. И вот в чем проблема.
современном рационе соотношение омега-6 к омега-3 иногда даже превышает 20 к 1, тогда как идеальное соотношение должно быть примерно 2 к 1 или максимум 4 к 1. И вот так и возникает системное воспаление. И это не только боль в суставах. Люди сталкиваются с кожными проблемами, сердечно-сосудистыми заболеваниями и даже нарушениями работы мозга. В то же время полезные жиры, такие как омега-3, содержащиеся в рыбьем жире или в самой рыбе из открытых вод, значительно снижают воспаление и способствуют восстановлению ваших тканей. Четвертый пункт – это глутамат натрия или МСГ. Если вы не слышали об этом, стоит знать, что МСГ – это очень распространенная вкусовая добавка, которую используют в большинстве ресторанных блюд – фастфуде, готовых супах, чипсах и полуфабрикатах. Ее задача – сделать вкус еды более насыщенным и вызывающим привыкание. То есть, в каком-то смысле он обманывает мозг, заставляя думать, что обычная еда намного вкуснее. В чем же его проблема? МСГ может вызывать нервное возбуждение и усиливать воспаление. Длительное употребление может привести к головным болям, усталости или даже болям в мышцах и суставах. Существует также нечто вроде чувствительности или химической непереносимости к МСГ. МСГ также может чрезмерно активировать нервную систему и поддерживать организм в состоянии хронического воспаления, особенно при регулярном употреблении. Пятый пункт – оксалаты. Оксалаты – вот это острые кристаллы, которые могут проникать в ваши суставы и вызывать воспаление и боль. Эти соединения содержатся в некоторых продуктах, таких как цельнозерновые, бобовые и шпинат. Однако, когда их уровень в организме повышается, они могут не только раздражать ваши суставы, но и приводить к образованию камней в почках. Есть один простой и важный момент, о котором многие не знают. Если в вашем рационе достаточно магния, то даже при употреблении продуктов, содержащих оксалаты, уровень их всасывания и воздействия на организм значительно снижается. Потому что магний соединяется с оксалатами и предотвращает образование вредных кристаллов. Поэтому, употребляя такие продукты, как авокадо, тыквенные семечки, грецкие орехи, фундук, фисташки, рыба, шпинат, даже лучше в вареном виде, листья свеклы, капуста и даже темный шоколад с содержанием какао от 85% и выше, вы можете получить хорошее количество магния. Шестой пункт. Мальтодекстрин. Мальтодекстрин – это очень очищенный крахмал. Его получают из кукурузы, риса или картофеля. Но в процессе производства он подвергается сильной обработке, и его структура полностью меняется. У мальтодекстрина очень высокий гликемический индекс, даже выше, чем у обычного сахара. Это значит, что как только он попадает в организм, уровень сахара в крови быстро повышается, а это ведет к увеличению инсулина, набору веса, усилению воспаления, раздражению суставных тканей и в долгосрочной перспективе к повышению вероятности хронических суставных болей. С другой стороны, некоторые исследования также показали, что мальтодекстрин наносит вред микробиому кишечника и снижает количество полезных бактерий. А это само по себе является важным фактором в развитии системного воспаления. В то же время его добавляют во многие переработанные продукты, такие как соусы, протеиновые порошки, энергетические напитки, печенье, а также даже в некоторые лекарственные и спортивные добавки. И что меня удивляет, почему его используют в продуктах, предназначенных для диабетиков? Почему его используют в продуктах под видом стевии и заменителей сахара? Хотя его гликемический индекс даже хуже, чем у сахара. Неужели они хотят играть с жизнями людей? Возможно. Седьмой пункт – лектины. Так что же такое эти лектины? Лектины – это вид растительных белков, основная функция которых в растениях – защищать их от вредителей и животных. Они считаются своего рода естественной системой защиты. А как насчет человеческого организма? В нашем организме некоторые лектины могут прикрепляться к стенкам кишечника и вызывать повреждение или протекание кишечника, а это значит, что нежелательные частицы попадают в кровоток. Затем происходит стимуляция иммунной системы и в конечном итоге усиливается воспаление.
У некоторых людей чрезмерное употребление продуктов, содержащих лектины, может привести к болям в суставах, вздутию живота, усталости или даже к аутоиммунным реакциям. И если у вас чувствительный кишечник или есть хроническое воспаление, лектины могут усилить это воспаление. А где же больше всего лектинов? Лектины в основном содержатся в бобовых, таких как чечевица, нут, в пшенице и пшеничных продуктах, арахисе и особенно много их в соевых продуктах. Ну а теперь перейдем к сути. Напиток, который поможет уменьшить воспаление в ваших суставах. Ингредиенты, которые вам понадобятся. 1 чайная ложка куркумы. Почему именно куркума? Потому что по эффективности куркума сопоставима с ибупрофеном и другими нестероидными противовоспалительными препаратами и может подавлять как минимум 3 основных воспалительных пути. Если вы принимаете куркуму в виде добавки, я рекомендую дозу 1000 мг. Вам также понадобится полстакана воды и полстакана кокосового молока. Почему кокосовое молоко? Потому что кокосовое молоко помогает усваивать жирорастворимые соединения. Остались еще 2 необходимых ингредиента. Первый – немного черного перца, потому что черный перец увеличивает усвоение куркумы до 2000%. А второй – 1 мерная ложка коллагенового порошка, потому что сам коллаген является важной частью хрящевой ткани, покрывающей суставы, и играет очень важную роль в восстановлении этого хряща. Итак, смешайте все эти ингредиенты вместе и наслаждайтесь напитком. Готовый напиток должен иметь кремовый кокосовый вкус с ароматом куркумы. Конечно, если хотите, можете добавить немного настоящего экстракта стевии, чтобы напиток стал слаще, или даже можете немного подогреть его. Но не слишком сильно, только настолько, чтобы он стал приятным. Вот этот напиток, который вы должны пить каждый день, чтобы уменьшить боль в суставах, неважно, пьете вы его утром или вечером, но лучше пить его по утрам, чтобы в течение дня не испытывать боли. Мой важный совет – придерживаться такой диеты, в которой не будет ни одного из тех 7 пунктов, о которых я вам говорил. Если вы хотите узнать больше о той диете, о которой я говорил, это видео тоже содержит отличную информацию. Не пропустите его. Не забудьте поставить лайк, подписаться и нажать на колокольчик. Я вас очень люблю. Увидимся в одном из этих 2 видео. Всего наилучшего.